Еще раз всем доброй ночи. Итак, хочу подарить вам заговор, который поможет вам, если у вас есть какая-то трудность в данный момент с исполнением вашей мечты, вашего желания. Вот, предположим, вас должны принять куда-то на работу. Вот никак, тянут. Каждый день обещают, а результатов нет. Либо вы хотите приобрести в ближайшее время машину, да, автомобиль. Никак не собираются деньги. Вроде уже вот должно, и все равно ничего не получается. И так далее. То есть та мечта, которая досягаема, реально, потому что взять и помечтать, например, чтобы какую-нибудь страну накрыла волна океанская, когда эта страна в пустыне, ну, не из чего вашу мечту исполнять, а именно о материальных благах или мечта о карьерном росте, то есть вот-вот должно и никак не двигается. Это называется открыть врата. В древние времена колдуны, ведьмы просили и узнавали определенные слова, с помощью которых открывали врата. Так называлось, врата небес. То есть, произнося это слово, они открывали некий портал. Открывался портал, и ваше желание тут же уходило в потусторонний мир. Небеса – это условно мы говорим. На самом деле потусторонний мир рядом с нами, и мир духов рядом с нами. Он не на небе, не на земле, не где-то там. Он просто в потусторонних, параллельных с нами измерениях. И они просили это тайное слово. Во многих заговорах, ритуалах древних можно встретить подобные слова. Дано мне слово, знаю я слово, и то слово, которое знаю, мне открывает дорогу. И тому, кому дано узнать это слово, может исполнить свою мечту. И вот так подобные выражения. Чтобы слово открылось, ведьма должна пастись 7 дней. Потом видит определенный сон после некоторых заговоров. Естественно, я не буду вам говорить. Потому что многие мои работы приходили ко мне во сне. Многие мои работы приходили в подсознание. По-разному. И есть те, которые я сама призывала. Когда мне нужно было решение какого-то вопроса, помочь человеку. И я не находила подобные ритуалы, по этой тематике. И это была большая задача, потому что нужно помочь, а нету такой информации. Нет для этого случая, нет ритуала, который ты можешь взять и использовать. И я тогда начала призывать и просить. И мне начали давать эти работы. Показывали, как меня брали за руку. Вот приходила некая сущность в женском обличии. Она говорила мне: иди за мной. И вот в неком таком потайном комнате, эту комнату, если когда-нибудь мне покажут, или я после жизни увижу, я сразу узнаю, потому что я там была много раз. Такой черный замок. Я потом находила, это очень похоже на замок Амберт, сейчас находится в Армении. Это один из родовых замков князей Камсаракан. Поскольку я их потомок, я подозреваю, что там духи моих предков находятся. И мне показывали замок в том виде, в котором она была изначально, вот в таком красивом, да, жилом виде. И вот некая такая духовная матерь. Ведь у нас там были другие родители, до того, как мы здесь сюда родились и пришли в этот мир. Я об этом много говорила вам. И вот та моя духовная, настоящая матерь, она мне все время показывала и показывает.
И когда я хотела определенную вот работу сделать, не знала, как это можно делать, и она мне говорит: иди за мной. И я иду, и вот эта освещенная комната, я вижу, что сидит женщина, а вокруг нее светятся другие. Они держат, значит, такой источник дыма над ее головой, ведут и говорят некоторые определенные слова. Я их записала, и потом вот эту работу подарила людям, и она очень сильно помогает снимать порчу на дым. Вот открытие врат. Я просила это слово, которое поможет открыть врата. И я оказалась... Знаете, сон ведьмы – это не вот тот сон, который у всех людей. Это так между мирами, между мирием, можно сказать, такое пограничное состояние, когда ты оказываешься, это твоя душа оказывается, вот тело остается в этом мире, а душа выходит путешествовать. И я увидела такой балкон, свисающий над скалой. Внизу река громыхает. Эта сцена много раз мне, в принципе, снится. И она мне говорит, лица ее не видно, такой черный плащ. И она мне говорит: иди за мной. И подводит к балкону. Там очень красиво, очень горы, вот орлы летают прямо вот на уровне этого балкона. Невероятная красота. И она мне говорит: слушай и запоминай. Вот эти слова она сказала, сколько раз это говорить, потом свою просьбу, и как закрыть эти врата. Этот портал должен быть закрыт после. То есть ты говоришь, отправляешь вот этот посыл и закрываешь дверь, чтобы оно не ушло, осталось в потустороннем мире, в потусторонней сфере. И получилось. А как происходит, да, почему сказано здесь слово или создано, воссозданная некая реальность потом переходит в наш мир, в нашу реальность. Я об этом вам уже говорила. Еще раз напомню, можете открыть лекцию «Ключ, замок, язык». Еще есть тайна заговора. Я там про сущности, именно почему именно их берут и используют в заговорах, так грубо говоря, их внедряют, да, так правильно. Итак, слушайте внимательно. Вначале говорится слово полностью, второй раз без одной буквы, третий раз без двух букв, четвертый раз без трех букв и пятый раз, значит, только одну букву, последнюю. 5 раз так произносится. Говорите свою просьбу четко. Например, прошу, ну вот я буду говорить, что говорить, я даже не знаю. Ну, прошу там для виду надо что-то. Ну, прошу вот получить в ближайшие дни 100 тысяч. Хорошо, вот давай вот так скажу. Еще раз говорю, та мечта, которая вот уже должна получиться, вы не можете пробить эту стену. Вот вы пробьете этим заговором. Вот вы 5 раз сказали это слово. Потом 5 раз произносите свою просьбу. И 5 раз закрывайте врата. Говорите одну букву, потом две буквы, потом 3 и так далее. Ну, я произнесу, вы это запомните. Это открытие, закрытие дверей, а между ними остается ваша просьба, которая ушла в потусторонний мир, потусторонние значит, измерения, и там это все сбылось, получилось. Итак, слово Иануа, Ануа, Нуа, Уа, А. 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 Дальше еще раз. Иануа. Иануа, Ануа, Нуа, Уа, А. Ну, я не буду 5 раз произносить и говорите. Прошу, дайте мне в ближайшие дни 100 тысяч. Хочу получить 100 тысяч в ближайшие дни.
Или вы, например, говорите, прошу помочь мне купить в ближайшее время машину. И марку называйте, какую вы хотите. Четко говорите, что вам надо, чтобы там услышали, что конкретно. Машина может и запорожцем быть. Понимаете, о чем? Сказали свою просьбу. И 5 раз произносите «закрывайте врата». Уа, нуа, ануа, иануа. 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 Да будет так истинно. И в ближайшее время ваша просьба услышится. И как только ваша просьба услышится, откупитесь так, как считаете нужным. Как считаете нужным. Хотите, откупайтесь на алтарь. Хотите, откупайтесь, помогите кому-нибудь. Хотите, то есть это ваше желание. Вот вы открыли этот портал. Вы открыли эти двери. И, собственно, здесь вы сами решите, как вы хотите откупиться. В каких случаях еще можно? Ну, предположим, если вы хотите... ну вот у вашего ребенка там не получается в школе, да, что-то, и вы хотите, чтобы он выиграл эту олимпиаду, предположим. Вы просите, открывайте портал. И, естественно, без старания он не выиграет, он должен вложить туда энергию. Но духи, силы помогут ему продвинуться вперед. Значит, извиняюсь, забыла сказать, свечи должны быть 5 свечей, либо фиолетовые, либо черные. Воск. Оставляйте догореть этим свечам и их просто выкидывайте. Ничего с ними делать не нужно. Их просто выбросьте. Здесь главное, чтобы свеча, потому что свеча – это соединение материального мира и духовного мира. Она воедино соединяет, это такой столб, как дверь открывает потусторонний мир. И здесь свеча обязательно нужна. Иногда при произнесении таких слов, поскольку я здесь учу, и то есть не концентрированно, здесь больше говорю, показываю, рассказываю, при произнесении таких слов может образоваться портал. Вот когда вот такие вот линии идут от свечей, это не только блики, это портал. Вот освобождается вот тот самый выражение, которое не очень люблю, потому что часто используется и не впопад. Каналы. То есть вот это вот открытые дороги, они, это некая такая пустота, открытость образуется, и сразу туда наполняется свет. Тем самым вам тут же показывает открытый портал, куда он движется. Могут образоваться такие порталы. Я, наверное, нарушу свои правила, и все-таки на экране вам покажу это слово. Покажу для того, чтобы вы понимали, как это нужно произносить и писать. Ну, пока как бы мы наберем текст, ничего страшного. Здесь не особо так большой текст. Сейчас, секунду, я сейчас поближе сделаю вам и покажу. Угу. Это у нас Ангелина простыла немного. Ничего страшного. Так. Сейчас извиняюсь. Поближе вам покажу. Вы просто, собственно говоря, можете остановить, да, экран и переписать. Вот. 5 свечей. 5 раз произнести заговор, потом 5 раз произнести желание, потом 5 раз произнести закрытие дверей. Вот, собственно, где там точки, вы видите это желание, вы произносите. И дальше точно в таком же порядке закрывайте врата. Видите, как врата получились. Такие вот треугольники 2, которые сомкнутся, закроют, и будет единое целое. В конце это будет так. Все, вот можете вот так вот на стол поставить и переписать, собственно говоря. На этом все. Это очень сильная работа и очень действенная, и очень быстро начинает работать. Естественно, все мои работы, они с мира духов и потустороннего мира, поэтому они рабочие. Но есть особенно сильные, которые открываются по просьбе, по моей просьбе,
когда я хочу что именно дать, что-то такое, которого не было нигде, и идет уже не как подсознательно и не от моих знаний я беру и составляю, а просто оттуда отдают. Это вот дар оттуда. Примите этот дар как должное, пользуйтесь во благо, и пусть ваши желания исполняются. В нашем мире и так мало радости. Иногда у меня спрашивают, вот зачем столько вот стараний, столько для людей. Да, есть очень много людей неблагодарных, есть очень много людей с черной душой, недостойных моих вообще трудов и стараний. Но есть очень много людей хороших, и у хороших людей и так никого нету. Так что я не буду наказывать достойных людей из-за недостойных. Я буду работать, помогать и дарить. Потому что эти работы останутся не только у вас, они перейдут по наследству. Это будет ваш такой семейный секрет благополучия. И я вас уверяю, что многие века это практиковалось. Были семьи, в которых знали, имели какие-то талисманы, заговоры, и они тщательно от всех прятали. Это считалось их личной тайной удачи, то есть личным секретом успеха. Всем удачи, всех благ и всего хорошего.